Так, ну что, я уже на моем любимом вокзале Гар-де-Лион. Здесь у меня было очень много классных воспоминаний, связанных с поездками. Поедем с него в наш замок, который, кстати, ну, относительно недалеко находится от Парижа. Как раз я сейчас разузнаю, как это ехать. Обычно я бывала в замках на машине. Конечно же, я уже купила пret-а-манже, но в этот раз не в поезд, а похоже, что в замок. На букинге было написано, что завтраки включены, а что делать с обедами и ужинами, мы так и не поняли. В общем, я взяла с собой еды на всякий случай, чтобы было 100%. Знаете, что я не люблю больше всего? Это одной искать что-то, куда идти, где что. Вот, например, сейчас мне нужно найти R, который нигде не нарисован даже. Как его искать, вообще непонятно. Короче, оказывается, нам нужен не вокзал, с которого я всегда уезжаю, а вот что-то новенькое, розовенькое. Так, а вот и наше расписание. Все, приложили и сюда. Если вы поедете, как мы, из Парижа, то вам нужно вот сюда. Мои подружки на это путешествие. Фотограф и модель. Мы нашли наш поезд и отправляемся. Оп-оп-оп-оп. Вот и наш замок на ближайшее время. Мы дозвонились, сейчас нам откроют дверь, и мы будем жить во французской семье. Таня aussi, ты живешь в Париже? Yes. Yeah, sorry. Vous êtes d'origine russe, tout Hunt, and ils étaient, comment leur prénom? Oui, le prénom. Charles. Charles, ok. Charles and Luce. Luce. Это Сиена, рядом с которой я тоже живу. В общем, вопрос с едой мы решили вот так. Круассанчики, которые я взяла, пригодились, потому что еды в итоге здесь нету. Где-то можно куда-то идти, но он сказал, что в пешей доступности тоже нету. Поэтому, если вы приедете сюда, тоже как мы, ненадолго, обязательно возьмите с собой круассанчики. Девочки готовятся к съемке. Посмотрите, какая красота. Ну вот мы и добрались. Давайте сделаем небольшой рум-турчик по нашему мини-замку. Хозяин, кстати, нам сказал, что его не знаю, в общем, дедушка купил этот замок. И вот его, кстати, фотография изображена. Картина, не фотография, картина на стене. Сейчас посмотрим, какая здесь атмосфера. Сразу как заходишь, на входе видно внутренний дворик с таким красивым видом. Обязательно туда сходим посмотреть еще. И первая комната — это столовая. Я так понимаю, что здесь семья собиралась на семейные обеды, ужины. Дальше гостиная. Кстати, нам уже сказали, что здесь у нас будет завтрак. Кстати, а сам хозяин сейчас занимается тем, что красит ворота в его замок, чтобы они были красивые. Смотрите, какая здесь интересная лестница. И, кстати, здесь несколько этажей. Очень красиво. В таких замках, что очень много всегда зеркал и много разных комнат, проходов, коридоров, большие окна, много всяких разных дверей. И это окошко. Я нашла трофеи с охоты. Вот так вот раньше здесь развлекались. Вау, у нас есть еще вот такая вот комната красивая. Тоже с видом на сену, кстати. Это вот сено. Я тоже рядом с ней живу. Рядом с сеной. Так красиво. Вот такой здесь вид из окна. Потрясающий. Такой романтичный. Это наша еще комната. Так красиво в зеркале отражается сад. Тут вот кровать. Самая красивая часть, конечно, вот это. Так все отражается. Здесь окна, там окна. Такой свет еще красивый. Вообще. Девочки здесь создают красоту такую. Давай попробуем рукавчиком ослабить еще. Попробуй, как будто ты больше прям на нее облокачиваешься, потянуться. Я вообще-то уже не первый раз, а девочки первый раз.
И попозже мы их спросим, какие у них впечатления. Очень интересный экспириенс. На самом деле вы можете попасть тоже легко, пожить в таком доме. Просто нужно на букинге найти то, что вам понравится, и забронировать. Наша комната, например, в этом доме стоит 155 евро. Ну, конечно же, цены, наверное, всегда разные, зависит от сезонов. Я даже думаю, что летом будет подороже. На букинге, может быть, даже на Airbnb можно забронировать. Есть такие дома, в которых можно остаться, только арендовать весь дом. А есть такие, как этот, где они просто разделили дом на комнаты и сдают их как в отеле. Ну, это очень интересно, конечно же, экспириенс, пообщаться с семьей, узнать историю немножко и окунуться в эту атмосферу. Вау, как красиво! Такие творческие девочки. Ой, сидя так красиво. Наша река Сена, которая в Париже проходит, прямо напротив этого шикарного замка. Есть такая еще скамеечка, чтобы посидеть, полюбоваться. Вот оно, наше доброе утро. Такой красивый свет, рассвет в 7 утра. Вид, конечно, здесь шикарный. В итоге я тут пока снимала видосики. Таня и мне фотосессию устроила. Сейчас Серьгам фотосессию устроим. В общем, мы разгулялись, и на шутку мы уже на завтрак опаздываем. Так что я переодеваюсь. Как красиво. Мы сейчас пойдем на завтрак французский. Здесь нам очень понравилось. Мы заметили, кстати, интересную особенность у этой комнаты, то, что здесь окна прям насквозь. И это так красиво, то, что и здесь красиво, и там красиво. Прям здорово. Еще нам понравились очень эти деревья. Они украшают вид из окна очень сильно. Так смотрится классно. Забыла, кстати, показать. У нас тут 2 комнаты. Одна ванная, тут даже есть туалетный столик для высоких и для маленьких. Потом такая ванная интересная какая-то в современном стиле, раковина на 2. Окно, конечно же. А в той стороне у нас туалет. Получается, и вот тут как раз атмосфернее. Мне нравится вот эта зона больше. И душ. Так что на 2 можно пользоваться вдвоем. И тоже, конечно же, окно. Я в нашем доме уже совсем освоилась гулять в тапочках. Теперь нас ждет завтрачек. Тут уже накрыты столы, смотрите. Ой-ой-ой, только посмотрите, какая красивая посуда. Очень красивый стол для завтрака. Если вдруг вы фанаты посуды, то вот название. Все, смотрим. Конечно, я не знаю, где такое можно купить. Классно. Вот наш завтрачек. Смотрите, я тут увидела, подглядела, что у них есть награда от букинга. Как интересно, 2020 года. Ну что, у-ля-ля, вот наш завтрак в шато. Это вот замечательная, вообще самая любимая будет тарелочка. Получается у нас на завтрак чай, йогурт, омлет, багет, масло, джем и сок. А еще нам включили музычку. Вау, какой тут современный проигрыватель или не современный, непонятно. Но диски. Это, кстати, я так понимаю, что наш хозяин. Наш хозяин. Хозяин этой виллы.
У него тут, значит, Моцарт, любитель. Смотрите, как все интересно. Сколько всего. И в таком зале мы сейчас будем здесь завтракать. Вот это завтрак настоящего француза. Принесли просто полбагета мне, полбагета Тане. В итоге, короче, принесли, конечно, нож, но, извините, на столе вот так резать я начала, он весь трясется. Я решила прям так есть. Зато вкусно. Ну, все. И такая музыка. Вообще, кстати, моя страсть — багет и чай. Запивать его чаем. Я могу так съесть все, сразу весь багет. Таня собралась ехать в аэропорт, но у нас сегодня во Франции забастовка. И что будем делать? Мы уже собрались обратно. Таня нужна в аэропорт, но мы не знали, что будет ситуация забастовка у французов. Получается, что сейчас мы уже не успели на утренний поезд, а следующий в 5, а самолет в 2. Пу-пу-пу-пу. Что же будет интересно? Не переключайтесь. Вот и все, уезжаем. Прикольно, нужно открывать ворота. Скажи, как тебе впечатление первый раз в замке пожить? Очень здорово. Как будто, знаешь, такая принцесса. Ты проснулся, у тебя вот эти сады из окон, такие Хочется окна красивые, сразу, да, побегать, распахнуть их, Ну, такое конечно, прям как сказка. Для фотографов это точно сказка. Визуально все так красиво, впечатляет. Поедешь еще куда-нибудь в замок, будешь искать? Несмотря на то, что здесь получается такой вроде бы небольшой дом, но атмосфера все равно такая классная. Атмосферно, очень милый. Вот нас сейчас везет хозяин, он тоже очень чудесный, добрый. Он так сейчас старается нас поскорее довести до аэропорта, потому что нам нужно ехать. И, в общем, Я такой надеюсь, что подбегает мы каждый раз успеем. на завтраке, Ну, подбегал важно, да. такой, все Мы, хорошо. кстати, это место рекомендуем. Да, в общем, очень рекомендую. Наше желание уехать в Париж сегодня One train идет к нулю. on two. Вот так вот мы смотрим в табло. Мы будем спрашивать, сколько стоит, чтобы он нас довел до аэропорта. Спасибо, мерси. Бай-бай, мерси. Ситуация такая, мы не можем уехать, поезда не ходят, никого здесь нет, никто не работает. На табло один какой-то маршрут, не в нашу сторону, не в Париж. В общем, забастовка, она вот так, когда никто не вышел на работу. Я, кстати, в такую ситуацию попала первый раз, чтобы я не могла прям за города куда-то вернуться домой в Париж. Сейчас поедем на такси, надеюсь, что он к нам приедет. Час езды до Орли, и оттуда я еще час буду добираться до дома. Желаю вам никогда не попадаться на эти забастовки. Ну что, ура! Такси приехало, и Таня попадет в аэропорт. Аэропорт Орли, yes? Ура, ура, ура! И цена, кстати, за такси небольшая, всего лишь 50 евро. В целом, за час езды нормально. А мы, короче, стоим. Водителя у нас нету. Знаете, где он? Он пошел кофеечек пить, вон туда. Он даже не спросил, мы в аэропорт вообще опаздываем или нет. Он же не знает, что мы выехали за 5 часов. Ну, как бы на секундочку мы заказываем такси в аэропорт. Вы не против? Я сейчас пару минуточек схожу за кофе. Просто Франция. Ничего удивительного, Никто не абсолютно. спешит в этой стране Никто работать. никуда не спешит, да. Слава богу, мы едем заранее. Просто весело. Мы уже в аэропорту, так что все отлично. Приехали даже раньше, чем нужно. Улетать со мной с чемоданчиком? О, я готова лететь куда угодно. Наконец-то у меня есть такая возможность. Я еду сейчас на метро в Париж. Скоро ждет нас путешествие, новое место, в котором я еще не была. Надеюсь, что вам понравился этот влог, что было интересно. Если есть какие-то вопросы про шато или что-то вам интересно, обязательно пишите в комментариях.